Нацизм и фашизм как идеологии очень похожи друг на друга, и мало кто может заметить отличия между ними с первого раза, а ведь эти отличия существуют, и причем они довольно весомые, а убедиться в этом ты сможешь, досмотрев мое видео до конца. С тобой канал Тэш Хистори, не будем терять ни секунды, погнали! Первое отличие нацистов от фашистов заключалось в главной задаче, которую ставили перед собой идеологии. Нацисты и фашисты хотели достичь разных целей. Например, нацисты желали подтвердить превосходство арийской расы над другими. Они считали, что их национальность самая развитая в мире, а потому должна править всей планетой. Для подтверждения этих суждений в нацистской Германии даже создали специальное сообщество под названием АННРП, члены которого рыскали по свету в поисках нужных доказательств. Фашистам же искать доказательства своей правоты не было нужды, так как они считали, что давно их уже нашли. И их главной задачей было не подтверждение доминации какого-то там народа над другими, а восстановление великого прошлого, которое когда-то было утеряно. Как пример можно привести Италию во времена правления Муссолини, внешняя политика которой сводилась к территориальному и культурному восстановлению Римской империи, которая долгое время господствовала в Европе в старые времена. Оккупация Албании, битвы в Греции и вступление во Вторую мировую войну на стороне Гитлера были частью плана фашистов Италии по восстановлению мнимого былого величия, то уже заметно отличает их от нацистов, которые выдумали свои претензии на ровном месте. Второе отличие данных идеологий заключалось в стремлении изменить общество. Нацисты нередко стремились изменить правила и законы в более прогрессивное, как они считали, русло. Их идеология стремилась построить новое утопическое общество, где каждый ариец работает на благо государства. В той же нацистской Германии нередко можно было наблюдать то, как государственная пропаганда по сути рушила старые порядки, создавая новые. Навязывались новые исторические учебники с нацистской трактовкой истории, различные лженауки вроде Евгений, ненависть к другим национальностям наподобие евреев и цыган, а также стремление рожать детей во благо государства, а не себя любимых. Все это вкупе меняло мышление немцев, заставляя их забывать о старом обществе, которое не обращало внимания на подобные мелочи. А вот фашисты, наоборот, играли на этих мелочах и даже оборачивали их в свою пользу. В отличие от своих нацистских коллег, они не стремились построить новое общество, а пытались скорее сохранить традиционные ценности. Главная мысль фашизма состояла в том, что если предки смогли добиться величия в мире, то только благодаря законам и порядкам, которые эти предки создали. Потому если хоть немножко приблизиться к старым идеалам, то и государство будет процветать, по мнению фашистов. В качестве примера можно привести Италию при диктаторе Муссолини, когда тот обращался к итальянскому народу со своими речами. Во многом в этих речах было прекрасно видно, что Муссолини не желает рушить старые устои, в отличие от Гитлера, ради каких-то там новых, и сохраняет лояльность неким традициям. Прямая цитата, «Мы защищаем всю нацию. Мы боремся за духовные и материальные блага для всего народа. Вот с чем, по моему мнению, можно идти к массам». Это писал он в своей публикации «Победа дарует право» в 1919 году. Мы видим подход к обществу у нацистов и фашистов тоже разный, хотя и кажется он для многих похож. Третье отличие данных идеологий заключалось в религиозном вопросе. Нацисты хоть и допускали религию в обществе, но не особо-то ее и любили. Во многом им приходилось с ней считаться, так как большинство нацистских избирателей были верующими людьми, которым была не чужда судьба их государства. Но даже несмотря на этот факт, нацистская идеология часто противоречила религиозным канонам. У нацистов не было равноправия всех людей перед Господом. Они рушили старые порядки, создавая новые, и совершали действия, которые считались церковью греховными. Множество зверств, совершенных нацистской Германией в ходе Второй мировой войны, не дадут соврать. Фашисты же, пусть и были довольно жестокими людьми, относились к религии по-другому, так как церковь на протяжении многих веков является поборником традиционных ценностей, то становится неудивительно, почему фашисты обожали религию, особенно свою любимую. Она давала им много привилегий, позволяя более эффективно действовать на умы людей. Различные фашистские режимы, начиная с Италии и Испании, заканчивая Аргентиной и Чили, стремились наделить церковь максимальными полномочиями, чтобы она влияла на людей и тем самым защищала их от крамолы, которая идет извне.
войне. В той же Португалии, например, при диктатуре Антонио Салазара, которую часто характеризуют историки как фашистскую, нельзя было даже развестись без одобрения церкви, что лишний раз подчеркивает стремление фашистов и подобных режимов к традиционным ценностям, ну и, собственно, к религии. Четвертое отличие нацизма и фашизма заключается в главной опоре режима. Нацисты часто опираются на крупных промышленников, которые становятся их главными инвесторами. Да и вообще они опираются на промышленников как таковых. Это объясняется тем, что в идеях о господстве арийцев есть также место и о господстве арийских предприятий по свету, что могло бы позволить промышленникам получать огромные прибыли в будущем. Во многом именно немецкий олигархат и привел Гитлера к власти. Опасаясь, что коммунисты Германии, которые тогда были очень сильными, желали построить немецкий аналог СССР, их окончательно дожмут. Именно крупные предприятия финансировали восстановление немецкой армии при нацистах, что в будущем приведет к мировой войне с множеством смертей. И именно потому многие компании, которые тогда помогали нацистам, до сих пор не могут отбелиться от данного случая. Фашисты же не считали промышленников главной опорой для своего режима. Их главный идеолог Бенито Муссолини еще в 1919 году писал: «Однако это не значит, что мы станем какой-то там дворцовой стражей для буржуазии, состоящей, особенно в своей части новой, из людей попросту недостойных и малодушных. Если они не знают, как защитить себя, то пусть не рассчитывают на нас». Потому главной опорой фашизма была армия, и практически все фашистские режимы приходили во власть благодаря военным переворотам или каким-то заварушкам в армии. Франциско Франко в Испании пришел во власть благодаря гражданской войне. Августо Пиночет в Чили путем очередного военного переворота. Да даже наш любимый макароник Бенито Муссолини, о котором я могу забабахать целый ролик, если ты напишешь плюсик в комментариях, пришел во власть благодаря походу своих доверенных солдат, чернорубашечников, на Рим. Для фашистов армия значила куда больше, чем для нацистов, и по сути являлась их единственным ключом во власть и по сути способом, как удержать эту самую власть. Также в качестве отличия можно считать то, что фашисты не всегда стремились к агрессивной экспансии и во многом довольствовались тем, что имели, в отличие от нацистских коллег. Ведь после Второй мировой войны вопрос нацизма и фашизма стоял остро, и данные идеологии стали жестоко порицать по всему свету. Нацистов сразу же убрали с мировой повестки, как таковых. А вот фашистам пришлось переориентироваться под новые реалии, чтобы хоть как-то сохранить власть. Диктатуры Испании, Португалии и Латинской Америки во многом стали сотрудничать со странами НАТО в ходе холодной войны и нередко вели активную торговлю с данными странами, отказываясь от своей агрессивной политики. Новые фашисты больше не считались какой-то там угрозой для мира, которая пытается сделать какую-то напряженность. И потому просуществовали данные режимы довольно длительное время. Нацисты же, которые зарекомендовали себя как яростные головорезы, вселили такой ужас на весь мир после Второй мировой войны, что постепенно утратили свое влияние по свету и до сих пор не могут его набрать. Многие их сторонники тогда были наказаны во время Нюрнбергского трибунала, и лишь некоторым посчастливилось избежать расплаты. Эти некоторые вряд ли могли составить весомую силу, и потому растворились в различных странах, где и нашли пристанище. Нацизм и фашизм довольно похожи идеологии друг на друга, но как мы видим, отличий между ними тоже немало, и потому этих ребят стоит рассматривать отдельно друг от друга. Различные цели и взгляды на мир, отношение к религии, национальному вопросу и так далее. У этих двух идеологий были разными. Пусть иногда некоторые отличия и сводятся к косметическим. Узнать же больше интересного про нацизм и фашизм, а также что-то с историей, ты сможешь на моем канале, просто подписавшись на него и нажав колокольчик. Спасибо, что досмотрел этот ролик до конца, и до новых встреч.